Critical Ops. Первое упоминание о создании игры было в 2012 году, когда некоммерческая команда разработчиков, известная как Critical Force Entertainment, решила создать многопользовательский онлайн-шутер для мобильных платформ. Давно ищешь интересные свежие новости по Critical Ops? Тогда советую приобрести доступ в приватный канал KingLeaks. Тут ты будешь получать утечки раньше, чем все остальные. Кроме того, написав владельцу, тебе выдадут эксклюзивные 3D-модели из любой игры, а также текстуры и многое другое. Не упускай возможность. Присоединяйся в приватный канал всего за 50 рублей. Ссылка в описании. Первая публичная демонстрация игры произошла в 2014 году на выставке Game Connection в Париже. Тогда игра вызвала положительные отзывы, и команда получила первое финансирование на развитие проекта. И уже в июле 2015 года Critical Ops был выпущен на платформах iOS и Android. Для того времени в игре был довольно интенсивный динамичный геймплей, адаптированный даже под самые слабые мобильные устройства, а также главный компонент любой игры – хорошая графика. В игру играли как взрослые, так и дети из разных стран, и всего за 2 года игра смогла собрать свыше 10 миллионов скачиваний. К сожалению, как часто это бывает, разработчики не справились с удержанием своей аудитории. Получив финансирование в размере 5,4 миллионов евро от организации Business Finland, Critical Force решили сделать несколько, как они думали, удачных изменений. Их план был прост – вложить все деньги в организацию турниров и создать максимально комфортные условия для их проведения. Так, за год в Critical Ops запретили доступ к ПК, убрали кредиты за задания и много всего того, что вызвало критику со стороны сообщества. Однако разработчики не стали их слушать, считая свой план совершенством. Видя протесты игроков, спонсоры игры решили покинуть их, из-за чего Critical Force потеряли свое финансирование. После всей этой ситуации игра встала на месте. Постепенно теряя все больше игроков, они стали выпускать однотипные ивенты и обновления, которые были сделаны по шаблону с прошлогодних версий. Почти 4 года игра медленно умирала. Однако в 2023 году создатель и генеральный директор игры Вели Пека делает очень важное заявление, которое, возможно, предрешало судьбу игры. С его слов он считает, что построенная им система уже устарела, и ему следует уступить место новому поколению. Так, на пост главного директора Critical Force встает Мика Лихтанен. С момента его прихода в игре сразу начинают появляться глобальные изменения. За полгода в игру было добавлено множество новых функций, и разработчики наконец-то начали исполнять просьбы игроков. В последнее время Critical Force обновили модельки, объявили о добавлении агентов, улучшили графику и шейдеры в игре, изменили метаданные оружия, максимально оптимизировав их под игру, а также разработали идеальную систему турниров. Так, например, на чемпионате Worlds 2023 разработчики выдавали награды всем зрителям трансляции и до сих пор продолжают сообщать нам все больше о будущих функциях игры. Возможно, в скором времени Critical Ops станет прекрасным примером того, что даже потеряв все, никогда не поздно начать исправляться и совершенствоваться. Critical Force продемонстрировали то, что редко происходит в сфере игр. Мы все еще надеемся, что игра сможет вернуть былую популярность. Однако это все лишь наше желание. С вами был Килвар. Всем удачи и всем пока.